Всем привет! Цены на автомобили в России стремительно растут, а этому процессу не видно конца. Эта тенденция вызвана проникновением на рынок сомнительной продукции из Китая, что вынудило даже АвтоВАЗ отступить. В свете этого глава АвтоВАЗа Максим Соколов обратился к властям с просьбой принять меры в поддержку российского автопрома. Однако его инициативы не нашли одобрения у всех. Тема повышения утилизационного сбора, внезапно затронутая Соколовым, продолжает набирать обороты. По его мнению, ужесточение финансовых мер может стимулировать иностранных автопроизводителей, особенно китайских, к инвестициям в локальное производство и укрепление партнерских отношений с российскими компаниями. На заседании Совета Федерации топ-менеджер предложил утроить размер утилизационного сбора, достигая к 2029 году отметки в 1 миллион рублей. Это, безусловно, сделает иностранные автомобили практически недоступными для потребителей. Очевидно, что даже без специальных знаний понятно, что цены на импортные модели значительно вырастут. Поднятие цен на зарубежные автомобили повлечет за собой увеличение стоимости отечественных машин. Вопрос остается риторическим. Это будет результатом искусственного воздействия или обусловлено экономическими факторами? Тем не менее, автомобиль для среднестатистического россиянина фактически становится предметом роскоши, а не средством передвижения. Даже в эпоху Советского Союза автомобили были недоступны для многих. Люди ездили на общественном транспорте или редко пользовались такси. Сейчас в условиях санкций и кризиса мы переживаем аналогичные времена. Отечественный автопром из-за доминирования китайских производителей и своей жадности теряет позиции на рынке. Да, сейчас ситуация на рынке очень непростая, но все-таки есть варианты, как приобрести выгодно машину. Смотрите, к примеру, есть скидки на машины в 50, 100 и 200 тысяч рублей, и многие об этом даже не знают. А вот если вы зайдете на Автоспот, то сможете хорошенько сэкономить. Тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Пользуйтесь бесплатным ресурсом, пока есть такие хорошие предложения. Выбирайте машину и оставляйте заявку для бронирования. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Глава АвтоВАЗа на заседании экстренного совета подчеркнул, что Лада хоть и занимает более трети рынка в штуках, финансово контролирует только чуть более 9%, а остальные 90% прибыли уносятся за рубеж, где создается добавленная стоимость за счет работы иностранных специалистов и поставщиков. Ситуация, по его мнению, угрожает не только развитию, но и самому существованию отечественного автопрома. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители могут сократить производство наполовину, если не прекратят его вовсе. Именно поэтому Максим Соколов выступает за увеличение утилизационного сбора, чтобы ограничить деятельность китайских компаний и обеспечить возможности для развития и продаж российских автомобилей. По данным аналитического агентства Автостат, в первом квартале этого года импорт легковых автомобилей в Россию вырос в 2,5 раза, причем более 66% из них пришли из Китая. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов реагирует крайне негативно на предложение главы АвтоВАЗа о повышении утилизационного сбора. По его мнению, предложения, выдвигаемые под прикрытием поддержки отечественного автопрома, просто ударят по карману покупателей. Миронов напоминает о сервисной кампании, инициированной недавно АвтоВАЗом, касающейся моделей Лада Гранта и особенно версии Sport, где были обнаружены проблемы с задней подвеской. Кроме того, флагманская модель Vesta, снабженная китайским вариатором, также вызвала опасения, и дилеры были обязаны провести особый контроль и зафиксировать любые дефекты. Миронов подчеркивает, что прежде чем говорить о повышении утилизационного сбора, АвтоВАЗ должен уделить внимание конкурентоспособности своих автомобилей и их надежности. Несмотря на долгое сотрудничество с иностранными производителями, в России так и не удалось создать надежный и комфортный народный автомобиль.
Это происходит в стране, которая является лидером области высоких технологий. Сергей Миронов призывает правительство не поддаваться на давление топ-менеджеров, которые пытаются решить свои проблемы за счет граждан. Он призывает к взвешенному решению по поддержке отечественной автомобильной отрасли с гарантированным положительным результатом. В противном случае автомобили АвтоВАЗа рано или поздно могут стать предметом утилизации. Оплата за это будет возложена на покупателей. А как считаете вы, может Соколова пора утилизировать? Пишите в комментариях.